Так, вот мы приехали на новое место. Это заповедник Тархан-Кут. Вот такое море волнующееся нас тут ждет. Уже поджидает. Также оно волнуется, как волновалось в поселке Межводное. Вот здесь много кемперов, отдыхающих с палатками тоже в том числе. Есть даже какие-то домики, вон старая постройка. Вот наш лагерь. И тут тоже люди уехали сейчас кататься на квадроцикле. Вот, по-моему, они там и зажигают. И вот море такое шумное. Волнуются. А, нет, это на мотоциклах, на эндуро, что ли. Здесь уже камни, скалы. Вот закат. Сейчас мы ставим наш шатер-туалет, душ-туалет. И, собственно говоря, будем приступать к готовке пищи. Вот тут люди отдыхают, поставили себе столики, стульчики. Там вот какие-то есть даже скамейки. А домики, по-моему, платные. И также здесь, видите, как вот типа причала такого. Ну, чуть-чуть я сниму, нам пора устанавливать палатку. Вот наш первый вечер здесь. Сегодня мы тоже подзадержались, хотя тут рядышком относительно. В общем, пойдем ставить мы палатку. Люди вон там шашлычок, машлычок, рыбку жарят подальше, потому что дует ветер и может лететь на палатки, на все прочее. Поэтому люди отошли подальше, чтобы никого не спалить и не мешать никому. До следующего включения. Друзья, доброе утро. Вот мы находимся в урочище рыбацкое Тархан-Кут. Вот, в общем, стоят отдыхающие, кемперы и так с машинами, то есть вот люди даже не боятся купаться в таком море. Ну да, то есть нет вот такой грязи, как на этом межводном, то есть начинает волноваться и там поднимается муть. Здесь как-то чище, хоть и вроде водоросли немножко присутствуют, но в целом чисто. И песочек, и где-то местами камешки проступают. Вот волна откатывает, вон камешек. Не знаю, насколько там тоже камни далеко. Заходит мужчина, наверное, там можно еще ходить, еще песок. А может он в кораллах. Вот, отдыхают люди. Кемпинг. Сходили мы на разведку. Есть тут кафе, магазин, колонка, так скажем, то есть воду можно бесплатно наливать. Вот здесь, скорее всего, в советское время был, наверное, какой-то совхоз рыбацкий. Потому что вот причал и какие-то эти штуки. Подъемные механизмы, что ли, или для причала. Я не знаю, как это называется. Вот сейчас, наверное, может типа артели или какое-нибудь хозяйство. Потому что вот за теми скалами стоят конструкции деревянные. Вот, тут такие факелы стоят, качели. А факелы либо для отдыхающих сделаны, либо это для этих кораблей, которые заходят. Ну, как корабли, лодки, чтобы не промахнуться. Хотя их не будет видно все равно с моря. Наверное, для отдыхающих. Типа зажигают ночью. Но когда мы были ночью, никто ничего не зажигал. Может быть, когда не штормит, зажигает, потому что сейчас дует сильный ветер, все будет лететь на берег, искры. Вот, запомните, урочище рыбацкое. Сейчас пойдем посмотрим, где магазин и где колонка. Кстати, вон туда наверх поднимаются люди, как-то они прошли. Вроде там загорожен, написано территория вот здесь вот входа нет, но как-то проходит.
Вот проход, домики. Отдыхают люди, типа, сдают, видно. Там вон туалет есть за этими домиками. Сейчас не видно, это вот на него не прямо. Вот кафе. Кафешка. Собачки тут местные. Мангальчики. Сейчас ветерок стихнет. Вон там туалет. Там магазин. Опять держала, он прыгает, я опять не туда, я стояла, держала. Вот колонка. Вон домики сдают. Видно, туалета у них нет, поэтому туалет там вот кричал какую-то надпись. Памятка. Ну, кафе. Ну, в общем, так вот. Типа такая низина, балка, или как это правильно называется, овраг. Вот в этой низине мы находимся. Слева холмы, справа холмы. Связи тут нет сотовой, по крайней мере, у нас не ловят телефоны. Приходилось вводно тут в бугор подниматься мне, чтобы позвонить, в WhatsApp что-то отправить. Связь, конечно, там волна вот у меня. Купили мы здесь сим-карту. Ловила достаточно так неплохо, но не 4G, может 3G, то есть аж с плюсом показывал. Удалось пару коротких видео в WhatsApp отправить и позвонить, в общем. Вот, в магазине у них есть что там? Уголь, дрова, розжиг, что-то из еды, там мороженое. Вот еду не посмотрели, там, по-моему, и туалетная бумага есть. Такая дешевенькая, ну, на вид. То есть так у них тут сегодня тоже не дешево, как бы. Кафе, цены я снимал на телефон, сейчас не буду заходить, чтобы не смущать людей. Вот, на память отбивная свиная 150 рублей. Было написано яичница с сосиской, но сказали, типа, нет, сосиска с беконом будет 100 рублей. Ну, пошли, куда пойдем? Где ветерочек? На сквознячок пойдем? Вот такое кафе. На сколько рублей вышло-то? А что мы заказали? 3 порции курицы, запеченной, порция риса. Да, вид, конечно, такой оставляет желать лучшего, так скажем. Для кафе, да, но тем не менее. Ну, сколько ты говоришь, 900? 970. Ну вот еще обзор кафе. Небольшой, цены я снял. Все видели, наверное. Заказали мы на троих курицу запеченную, да, по порции, потом гарнир. Гарнир один рис. Рис, салат, потом салат. Летний 100 рублей там стоит. Потом 4 хлебушка. 4 хлебушка. 2 компота. 2 компота и чайник чая. Там сказали 500 миллилитров. Ну посмотрим, сейчас принесут, мы снимем. Ну вот запеченная курочка. Голень не с рисом, Миша без риса, Оксана без риса. Вот летний салатик. Так, что сейчас у нас еще будет? Все. Ну, в общем, пойдемте обратно. Ну, кто-то приехал с кемпером, и рядышком у него типа беседка, видно, снимает ее. Уже никак не полноценный дом в то же время, а в то же время и есть тенек. Где посидеть. Лавочки такие посидеть. Кто-то вон поехал, уезжает, возможно.
Так, ну возвращаемся мы на наш лагерь. Вот идут еще люди тоже купаться, возможно. Ну, каких барбосов ведут. Смотрите, какой лохматый песель. Какой интересный. А это какая-то интересная у вас порода. А это Чау-чау. что? Чау-чау такой? Да, да. Вот вид на нашу бухту немного с другого ракурса. Море все еще волнуется. Вот какие волны. Но здесь мелководье, поэтому такие накаты идут. Хотя оно и в море, если посмотреть. Вот взгляд на кемпинг. Там домики. Я снял телефон на фотоаппарат. Потом я выложу фотографию, либо выпишу номер. Так вот бьет прям волны. Поднимают, видите, брызги. Ну вот еще один ракурс, еще один взгляд на бухту. Красота вообще, место красивое. Вот если бы море не волновалось, было бы еще прекраснее. Вода чистая, даже вот когда море волнуется, очень чисто. Ну, конечно, есть взвесь, но не так, как на других пляжах, на песчаных, где все волнуется, сразу муть прям у берега. Вот такие вот рыбы водятся в Черном море. Называется лобан. Это кефаль. Кефалевые. Вот. Почему лобан? Ну, наверное, может, лоб такой у них большой. Они похожи на пеленгас. Пеленгас водится в Азовском море. Он завезенный. То есть его раньше в 80-х годах в конце завезли. Они отличаются немножко по форме и по мясу, говорят, по вкусу. И у пеленгаса здесь вот чешуя прям идет до сюда. У лобана не так это ярко выражено, нет, в общем, как будто вот тут она заканчивается. Вот, такую рыбу у нас не продают, к нам всегда привозят только, они пишут обычно кефаль, но это всегда пеленгас, то есть потому что его всегда разводят еще в лиманах, а вот лобан это чисто такой дикий, так скажем, вид. Ну вот, снял я маленький обзор местной стоянки, теперь немножко с другого ракурса ее сниму и расскажу про кое-какие подробности. Вот тут стоят люди тоже, то есть можно остановиться и там, и тут, то есть где более-менее располагающая к этому поверхность. Каждый решает сам, выбирает себе место. Вот так все это выглядит с другой стороны. Вот здесь мусорные, ну не контейнеры, а стоят телеги от трактора. Вот сюда выкидывать можно мусор, то есть спокойно, без проблем. То есть все приходят, выкидывают, это очень хорошо. Они на каждой стоянке такое и есть. Приходится озабачиваться тем, что куда девать мусор, то есть возить с собой. Ну, как бы возить мусор в машине тоже. Бояться, как бы там не порвалось, что не протекло, не дай бог, что-то жидкое. А здесь пришел сразу, что лишний раз и выкинул. Вот тут есть туалет, ну, конечно, такой вот он скворечник, так скажем. Есть такой же еще на бугре туалет. Вон там он туалет. Пойдем прогуляемся, посмотрим на вывеску, что это за заповедник. Вот смотрите, здесь
маршрут какой-то, номер 3. То есть получается маршрутов их несколько. Ну вот ходили 2 человека. По Тарханкуту, да. И вот тут написано правила посещения. Вот видишь внизу? И вот вверху меры безопасности, тут обязательное сопровождение группы сотрудникам природного парка. Я не знаю, их никто не сопровождал, да? При этом тут они внизу пишут, что можно типа двигаться, но согласовав маршрут с администрацией парка. Вот здесь телефоны всех этих экстренных служб. И вот смотри. Название мысов всех этих мысов, заливов. Вот Балка, Кипчак. Это, кстати, мы тут находимся. Видишь, вот человечек. Видишь? Угу. Это написано, вот, ваше местоположение. То есть тут начинается туристический маршрут. Вот он пошел вдоль берега. И там действительно тропа. Вот, ну тут дороги, наверное, изъезжены всевозможные. Вот, и дальше пошла. То есть та балка, которую мы проезжали, такой же вот маленькая бухточка, там она, видишь, не входит. Она может быть в другой какой-то маршрут входит. Может быть, входит. Да. А мы где, Балка, Кипчак? Да, Балка, Кипчак. Бухта Большой Кастель или Костель, как правильно там Прям ударение. вообще, да, такая большая. Малый Костель. А Вот Джангульское оползневое побережье. Видишь, какое красивое. Мимо него мы должны проехать, посмотреть. Пойдем? Бухта Очеретай. Такая прикольная. А мне еще нравится, вот смотри, бухта Большой Костель. А вот смотри, в Балке располагалось исчезнувшее село Малый Яр, существовавшее еще в период Крымского ханства. Это вот здесь вот, бухта Малая Костель. Вот она. Ну здесь, кстати, да, такой как бы больше, видишь, пространства такого. Белое, как песок, типа вот там что-то там застройка. Но оно маленькое какое-нибудь, может быть, село было. Малый Яр, причем название такое. Туристические достопримечательности, вот смотри. Вот здесь отмечено, что здесь у нас бухта Большой Костель. В бухте сохранились руины древнегреческой усадьбы, раскопанной в 1986-1987 году экспедицией Ленинградского института археологии. Вот колодец. Вот там ведро привязано. А как она набирается? Чистая прозрачная водица. Ну как, опускаешь ведро и набираешь, поднимаешь ведро. А это вообще можно? Пить не нужно, но техническая якобы вода, да, будет у нас? Ну, я думаю, пить можно, но прикипятив. Видишь, поилка для животных? То есть тут раньше гоняли скот. Да. И, может быть, в советское время организовали вот такую поилку, потому что, видишь, забетонированная. Она разрушена уже. Да, и она туда дальше идет длинный, то есть скот подгоняли. Кто тут кого пасли, коров, там, баранов, я не знаю. И наливали пить, теперь уже все. Ну вот, набрали мы воды. В общем, поэтому немножко могу сказать вам по этому месту, как бы так подытожить. Место хорошее, бухта красивая, песчаное дно. То есть камешки есть, но не так много. Мелко достаточно, то есть и с детьми можно отдохнуть. Здесь есть магазин, как я уже сказал. Ну, какой-никакой туалет. И куда выкинуть мусор, что самое главное. Ну и, соответственно, вода. Вода пресная, это в первую очередь. Есть колодец, есть колонка. Так что здесь отлично, классно, стихло бы еще ветер, мы показали бы спокойное море. До следующего.